Овальная скатерть крючком. Расчет, расход, размер – все расскажу. Ну и, конечно же, покажу, как вязать каждый ряд. Всем привет, мои дорогие, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. Все видео этого мастер-класса вы можете найти по ссылке в описании. Я вязал эту скатерть крючком 1,75 мм и вот такой пряжей. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок, в этом моточке 1000 метров и 151 грамм. Ну, в среднем в 50 граммах 330 метров. И рекомендованный крючок под эту пряжу 1,25 мм. Но под эту пряжу неплохо подходит крючок 1,75 и я им вязал. Это бразильская марка пряжи, потому что я здесь живу, но в России выбор пряжи намного лучше и больше, чем здесь. И если бы я мог заказать из России, я бы обязательно заказал. Но я уже связывался с поставщиками, никто доставлять не хочет, поэтому я вяжу местной пряжей. Но вы можете, например, вязать пехоркой ажурной. Вот так в длину у меня эта скатерть получилась 168 сантиметров. И в ширину 148 сантиметров. И в этой скатерти 102 ряда. Но вы можете вязать как меньше, так и больше. То есть обратите внимание, вот эта центральная овальная часть, она состоит из вот таких лепестков. 5 на одном закруглении и 5 на другом закруглении. И по сторонам у нас также по 5 лепестков. Если увеличивать скатерть, то получается у нас будет увеличиваться количество вот таких лепестков по стороне. Вот, например, у меня сейчас 5, вы захотите 6 лепестков. Каждый такой лишний лепесток в итоге нам даст лишние 20 сантиметров в длину. То есть и вы от этого уже отталкиваетесь. То есть вот моя длина 168 сантиметров. Ладно, я округлю, буду считать примерно 170 сантиметров. То есть 170 сантиметров это 5 лепестков. Получается, если будет 6 лепестков плюс 20 сантиметров, у вас уже получится 190 сантиметров в длину. 7 лепестков 2 метра 10 сантиметров и так далее. То есть каждый лепесток в итоге нам в конце работы дает лишние 20 сантиметров в длину. В ширину все столы в среднем похожие. Я посмотрел в интернете, и самые распространенные обеденные столы в ширину от 90 до 110 сантиметров. То есть в среднем скатерть будет свисать где-то на 20-30 сантиметров со стола. Но если вам не нужно, чтобы ваша скатерть свисала, вы можете провязать, например, вот до половины, вот, например, где у нас эта сетка, может быть, даже больше эту сетку провязать. И остановиться на выбранном вам размере, и просто вот эти арки вы можете обвязать вот таким способом. То есть в каждую арку вы можете провязать 2 столбика с накидом, 3 петли и 2 столбика с одним накидом. Либо вы можете оставить просто так, как есть, вот такой сеткой. В процессе работы, возможно, в некоторых местах, вот эти, например, веточки, которые у нас здесь получались, может где-то работа вот так немножечко сборить, волнить, то есть фалдить немножко. Но вы не переживайте, вяжите дальше. Как видите, по итогу у меня работа здесь совершенно ровная. Ничего не фалдит и ничего не стягивает. Также у меня все спрашивают: Эдуард, а по завершении работы что делать с такой скатертью? Неужели вы ее блокируете? Нет, такие большие работы я не блокирую. У меня, к сожалению, наверное, даже и места столько не будет, чтобы растянуть такую большую работу иглами на пенопласте. Да и даже, если честно, я не знаю, сколько игл потребуется, чтобы заблокировать такую работу. 10 тысяч? Я, недолго думая, все свои скатерти, которые я вообще вязал, всегда бросаю в стиральную машину, стираю на самом коротком режиме. В моей машинке это примерно 20 минут. Добавляю немножечко порошка, немножко кондиционера, и через 20 минут, когда она у меня постиралась, когда она еще влажная, я ее хорошо в разные стороны растягиваю просто руками, чтобы у меня все петельки встали на свои места. И уже затем я ее переворачиваю на изнаночную сторону, и с изнанки я ее просто глажу прямо на моем деревянном круглом столе. Но у меня овального стола нет, поэтому я связал скатерть для вас, и у меня просто круглый стол. Но если, например, у вас стол стеклянный, то, конечно же, лучше гладить на гладильной доске. Вот она у меня лежит прямо на столе, но изнаночной стороной. Я руками придерживаю и хорошо его так растягиваю и проглаживаю утюгом. Все, она у меня подсыхает и уже принимает ту форму, которую я ей придал. И таким образом потихоньку, помаленьку я глажу всю эту скатерть, растягивая и придавая ей форму. И как видите, даже блокировка ей не нужна, скатерть получается идеально ровная. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать цепочку из 4 воздушных петель. Для этого я беру нить, вот так кладу на палец. И теперь вставляем крючок под нить и прокручиваем крючок по часовой стрелке. У нас здесь образуется вот такая петля, и теперь в эту петлю нам нужно зацепить рабочую нить и протянуть. Цепляем крючком нить и протягиваем в эту нашу получившуюся петельку и затягиваем вот так узелок.
Все. То есть этот узелок у нас ни за что не считается. И вот, который у нас петля на крючке, она тоже за первую петлю еще не считается. И теперь мы уже выполняем 4 петли. Цепляем нить и протягиваем. Раз, два, три и 4. Вот мы выполнили 4 петли. Это мы выполнили одну воздушную петлю. И другие 3 петли это как первый столбик с одним накидом. Теперь вот в эту самую первую петлю нам нужно провязать еще 3 столбика с одним накидом. Выполняю накид. И в самую первую петлю, вот наш узелок, и после него идет самая первая петля, в нее провязываем столбик с одним накидом. Опять накид, в эту же петлю еще один столбик с накидом. Опять накид, и опять в эту же петлю третий столбик с одним накидом. И вместе с воздушными петлями подъема мы, получается, выполнили 4 столбика с накидом. Вот, то есть наши воздушные петли подъема раз столбик, вот здесь уже пошел второй, третий и четвертый столбик с одним накидом. То есть все эти 4 столбика у нас с одним основанием. Теперь выполняем. Возвращаю крючок в вязание, затягиваю нить. Теперь выполняем 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Разворачиваю вот так наше вязание на изнаночную сторону. И теперь в третью воздушную петлю подъема вот этого предыдущего ряда, который мы сделали, нам нужно провязать столбик с одним накидом. Сделали 4 петли, накид. Вот у нас здесь идут 3 столбика, и здесь в начале у нас 3 воздушные петли. И в самую крайнюю третью воздушную петлю подъема, то есть, грубо говоря, в вершину первого столбика из тех наших 4 мы провязываем столбик с накидом в третью воздушную петлю подъема. Теперь разворачиваю опять работу на другую сторону. Вот так. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Раз, два, 3. И вот в эту арку, которая у нас получилась здесь из 4 петель, провязываем 3 столбика с одним накидом. Накид, столбик с накидом. Первый, опять накид, опять сюда же в эту же арку второй столбик с накидом. Опять накид и третий столбик с одним накидом. То есть вот так у нас здесь получается. Вот мы выполнили здесь вместе с воздушными петлями подъема 4 столбика с одним накидом. Теперь у нас повторяется. Мы сейчас вот так выполняем 4 воздушные петли и столбик с накидом в третью воздушную петлю подъема. Выполняем 4 воздушные. Раз, два, три, 4. Вот так нашу работу разворачиваем. Накид. Вот у нас тут 3 столбика, а здесь воздушные петли. И в третью воздушную петлю подъема провязываем столбик с одним накидом. Опять разворачиваем наше вязание. 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. И вот в эту арку 4 петель, которую мы сделали, провязываем 3 столбика с одним накидом. Накид. И в эту арку раз, два и третий столбик с одним накидом. Опять повторяем 4 воздушные петли. Раз, два, 3, 4. Разворачиваем наше вязание и в третью воздушную петлю подъема выполняем столбик с одним накидом. И таким образом можно продолжать вязать на любую длину вот эту нашу начальную ленточку. Вы провязываете ее на длину, которая вам необходима. Сейчас разворачиваю наше вязание опять. 3 воздушные петли. Раз, два, 3. Это столбик с одним накидом, самый первый накид. И вот в эту арку 4 петель мы провязываем 3 столбика с одним накидом. И провязываете сейчас длину, которая вам необходима, которую вы считаете нужным. Я провяжу всего 13 вот таких
групп столбиков. То есть, смотрите, провязали, я считаю, вот вместе с начальной, вот раз, два, три и четвертую вот я провязал. Я всего провяжу вот таких, у меня будет 13. Вы можете остановиться на любой, главное, чтобы это было нечетное число. 13, 15, 17, неважно. Главное, нечетное число. И вот таким образом поворотными рядами туда-сюда провязываете вот эту начальную ленту. Итак, вот я провязал свою начальную ленту, считаю вместе с вами вот эти группы столбиков, то есть сами дырочки я не считаю. Вместе с самой первой. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и вот 13. То есть я провязал последние здесь 4 столбика с одним накидом. Сейчас выполняем вот эту нашу дырочку такую. 4 воздушные. Раз, два, 3, 4. Как обычно, разворачиваем наше вязание. В третью воздушную петлю подъема выполняем столбик с одним накидом. Вот так. Теперь нам нужно выполнить 4 столбика с одним накидом с общей вершины, то есть в зеркальном отображении, вот как мы здесь вязали. У нас здесь 4 столбика, грубо говоря, если вот так их перевернуть, то они с общей вершиной. Но мы их делали с общим основанием. Но мы их провяжем немножечко по-другому, не просто 4 столбика с общей вершиной. Сейчас разворачиваем наше вязание. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Раз, два, 3. И вот в эту арку провязываем 2 столбика с одним накидом незавершенные. Выполняем накид. И в эту арку провязываем столбик с одним накидом, но не до конца. Вот так оставляем 2 петли. Опять накид. Сюда же, в эту же арку, еще один столбик с накидом не до конца. Вот так провязали только накид. У нас на крючке 3 петли. И теперь мы их закрываем. То есть мы сейчас выполнили 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Вот вместе с воздушными петлями подъема. А нам нужно 4. И мы сейчас выполняем 4-й столбик, но вместо него провязываем 3 воздушные петли. Раз, два, 3. И вот в эту арку основания мы выполняем столбик без накида. Вот так. То есть, если это все дело растянуть, у нас по сути здесь 4 столбика, то есть 3 петли с этой стороны и 3 петли с этой стороны, то есть, грубо говоря, по столбику, вот 2 столбика и 2 столбика в центре. И мы сейчас вот здесь соединились вот в эту арку, это нам нужно для выполнения следующего ряда. То есть, и смотрите, у нас вместе вот с этим вот волшебством нашим последним, что мы сделали, всего вот этих групп столбиков, вот с этой последней и вместе с первой, у нас четное число, у меня это 14. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. У вас это может быть любое число, но главное, чтобы оно было четным. Теперь у нас начинается вязание по кругу, и мы приступаем к первому ряду. Столбик без накида у нас уже есть, самый наш первый, и мы сейчас выполняем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сами столбики вот эти мы пропускаем, а в следующую вот эту арку мы выполняем столбик без накида. То есть вот, когда мы в конце ряда соединились, вот здесь у нас было 3 петли, столбик без накида, вот столбик без накида у нас уже есть. Выполнили 6 петель, столбик без накида в следующую арку. Опять 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида в следующую арку. То есть вяжем только в арке. Опять 6 петель. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 петель. Столбик без накида в следующую арку. И таким образом сейчас провязываем вот до угла, вот до вот этого нашего начала. И я здесь вернусь и покажу, как мы вяжем. Итак, вот я провязал до разворота. То есть здесь я выполнил последний столбик без накида вот в арку перед самой первой вот этой группой столбиков. Здесь мы также выполняем сейчас 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И выполняем столбик без накида вот в ту самую первую петлю, с которой у нас вообще начиналось вязание, в которую мы провязывали вот эти 3 столбика. В нее вставляем крючок и провязываем.
Сейчас я даже вот эту нить сюда вот так положу, чтобы ее замкнуть. И выполняем столбик без накида. Вот так, 6 петель, столбик без накида. Теперь опять 6 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И уже у нас идет вязание вот по прямой. То есть в следующую уже арку выполняем столбик без накида. Опять 6 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида уже в следующую арку. Все. То есть вот так у нас здесь получается. Этот хвостик можно тут сейчас спрятать под петлями, под столбиками и обрезать хвостик. Все, а сейчас провязываем вот здесь ряд до конца. Итак, провязали мы вот опять до угла. Здесь я соединился также столбиком без накида в последнюю арку, то есть вот перед последней нашей угловой группой. И здесь мы также сейчас выполняем 6 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Выполняем столбик без накида. Вот здесь мы в центре делали 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Вот наши воздушные петли подъема. И здесь вот она видна петля, здесь она самая такая центральная. В нее выполняем столбик без накида. Опять 6 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И соединяемся соединительной петлей с самым первым столбиком без накида, то есть который мы здесь сделали 3 петли, столбик без накида и в него вставляем крючок и выполняем вот так соединительную. Все, таким образом наш первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. Нам нужно соединительными петлями пробраться в конец вот этой нашей самой первой арки, следующая, которая. В нее сейчас выполняем соединительную. Одна воздушная петля. Опять соединительная под эту же арку. Одна воздушная петля. И еще одна соединительная под эту же арку. Вы, если хотите, вы можете делать соединительные петли вот в каждую вот в эту петлю. Ну, вот здесь, вот в этой арке. Но мне неудобно целиться здесь. Буду 3 часа возиться. И я вот таким образом делаю. Соединительная, воздушная, соединительная, воздушная. Чуть-чуть потолще здесь, но она и соединителями будет тоже толстая, если в каждую петлю протыкать. Вот так пальчиками мы рулет этот закрутили, ничего здесь не видно, нормально. Теперь выполняем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, не завершенный, вот так. Теперь накид, и в следующую арку провязываем столбик с одним накидом. То есть вот так мы здесь как будто бы выполнили 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Вот в одну арку и следующую. Теперь выполняем 10 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. 10 петель. И выполняем также 2 столбика с одним накидом с общей вершиной, но уже в следующие 2 арки. То есть вот мы в этой арке уже находимся. Нам нужно вот в следующую и следующую. Выполняем накид. И вот в следующую арку провязываем столбик с одним накидом, не завершенный. Вот так у нас 2 петли на крючке. Теперь накид. И уже в следующую арку также столбик с одним накидом, не завершенный. У нас 3 петли на крючке, и мы их вместе провязываем. Вот так эти столбики можно немножечко так пальцами подвинуть. А то он там в центре этой арки получается. Мы тянем работу, когда вяжем. Все. То есть вот мы также выполнили 2 столбика с одним накидом с общей вершиной. Теперь выполняем опять 10 петель. Раз, два, 3, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5. 10 петель. И уже в следующие 2 арки мы также выполняем 2 столбика с накидом с общей вершиной. Накид. Вот мы в этой арке уже есть. Нам надо в следующую столбик с накидом, не завершенный. Вот так 2 петли оставляем, накид. И уже в следующую также столбик с накидом, не завершенный. 3 петли провязываем вместе. Все, далее у нас 10 петель. И опять уже в следующие 2 арки 2 столбика с общей вершиной. Все провязываем так до угла. Итак, провязали до разворота, выполнили последние 2 столбика с общей вершиной. Вот в арку, которая у нас перед вот этим вот нашим разворотом. Здесь мы выполняем также 10 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. И вот в эту нашу угловую арку мы провязываем столбик с одним накидом. Один столбик просто. Вот так. Затем опять 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И выполняем столбик с одним накидом уже в следующую арку, с другой стороны нашего разворота. Накид, столбик с одним накидом. То есть вот что у нас здесь. Сейчас выполняем опять 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И уже в следующую арку, то есть вот мы соединились здесь, уже в следующую и в следующую мы провязываем вот в зеркальном отображении 2 столбика с накидом с общей вершиной. Столбик с накидом незавершенный, накид в следующую арку незавершенный. 3 петли провязываем вместе. И далее у нас пошли 10 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И уже вот мы в этой арке, в следующие 2 арки, вот в зеркальном отображении, как с другой стороны, провязываем 2 столбика с накидом с общей вершиной. Далее опять 10 петель и вяжем таким образом ряд до конца. То есть вот у нас на развороте вот таким образом получается. У меня там вот хвостик торчит, я его уже обрезал. Вот так 3 арки у нас получается на развороте. Все, провязываем до разворота. И здесь то же самое сделаем, как сделали и с этой стороны. Провязали второй ряд до конца. Вот в последнюю угловую арку я соединился столбиком с одним накидом, выполнил последние 10 воздушных петель. И здесь у нас уже идет начало ряда. Вот наши воздушные петли подъема и столбик с накидом. То есть наша первая группа столбиков с общей вершиной. И мы соединительной петлей вот в вершину этой нашей самой первой группы просто соединяемся соединительной петлей. Вот так. То есть вот с этой стороны у нас вот такое же закругление получилось. То есть наш разворот. Все, таким образом второй ряд завершен. А также я вам напоминаю то, что у нас с вами в Instagram есть свой хэштег «Вяжу с Дуду», по которому я ищу ваши работы, которыми вы вдохновились после просмотра моих видео. Очень приятно и очень интересно смотреть на ваши успехи. Я лайкаю их, делаю скриншоты, ну и показываю в конце своих видео. Ставьте лайк этому видео, если оно было вам полезным. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Мне будет очень приятно видеть вас в числе своих подписчиков. Присоединяйтесь ко мне в Instagram, там тоже интересно. Ну а с вами был я, Эд. До скорого.